И слава богу, только от Леванте. Реально гель для душа от Ифраше. То есть я не готова носить этот парфюм, знаете, и в пир, и в мир, и в добрые люди. Нет, вообще нет. Я не знаю, мне это не нравится. И хуже, чем этот аромат. Почему это столько стоит? А то он меня просто убивает. Он меня не то что придушивает, он меня просто вызывает чувство тошноты. У меня он не держится вообще от слова совсем. То есть не то чтобы разочаровали, они прям выбесили меня, реально конкретно. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Анна Ермакович. Если вы еще со мной не знакомы, то рекомендую подписаться. Это видео у нас с вами будет парфюмерное. Наверное, мое первое парфюмерное видео на канале. Настроение было приодеться, нарядиться. Ну а тема этого видео, как вы уже могли прочитать, это парфюмы, которые выбесили, разочаровали. А именно сегодня у нас будет с вами на обзоре 4 парфюма, которые я хотела, желала, ждала. В итоге получила от Леванте, и слава богу, только от Леванте, так как это все были слепые покупки. И они меня, ну, не то чтобы разочаровали, они прям выбесили меня, реально конкретно. Вот, поэтому решила вам рассказать. Это сугубо мое личное мнение. Если вы с ним не согласны, то, пожалуйста, не обижайтесь на меня, если я как-то говорю плохо про ваш любимый аромат. Это мое личное мнение, мое личное восприятие. Как вы знаете, парфюм все воспринимают совершенно по-разному, на разной коже он раскрывается по-разному, поэтому это совершенно индивидуальный момент. Итак, в общем, предлагаю начать наше видео с самого большого разочарования этого видео, а именно с аромата, который называется Red Berry Elixir от сестер Ноэ. Les Sœurs de Noé, если я правильно произношу. Red Berries Elixir. Короче, в общем, этот аромат, это новинка относительная. Там было два аромата. Вот этот Berries Elixir и второй, который больше позиционировался, знаете, такой, как типа с клубничкой, типа такого формата. И второй аромат был ну, который позиционировался, если не ошибаюсь, со сливой, который назывался Forbidden Nectar. Его я не тестила, но я слышала, что он еще хуже, чем этот аромат, что, конечно, меня немножко расстраивает. Значит, давайте нанесем с вами аромат. Я немножко поделюсь своими впечатлениями, нанесу его на руку. Почему он меня бесит? Потому что он не стойкий. Ну что это такое вообще? Извините, как-то хочется от такого бренда, да, хорошего, который не дешево стоит, извините. Хочется какой-то, знаете, вот мега там какой-то стойкости, шлейфовости и так далее, как говорится, шлейфин, стаин и прочие дела. Но этот аромат, он вообще совершенно не соответствует заявленным характеристикам, на мой личный взгляд, потому что у меня он не держится вообще от слова совсем. То есть это там максимум час, и все, он улетел, до свидания. В целом аромат приятный, но хочу вам сказать, что он для меня немножко химозит. Плюс ко всему у этого аромата, мне кажется, такое инфантильное немножко настроение. То есть такой аромат для девочки, то есть, ну вот как бы так как сейчас я одета, да, совершенно как бы не вяжется этот аромат. Давайте сейчас с вами воспользуемся компуктором. Вот у меня здесь компуктор есть для того, чтобы смотреть фрагрантику, посмотрим, что там вообще обещают. Значит, нам обещают в этом аромате куча разных, во-первых, амброксан, которые я совершенно здесь не распознаю. Ну, собственно, здесь вот такая супер-супер вкусная у нас пирамида. Это клубника и безе, и красная смородина, и клубничный сироп, и розовый перец, и вишня, барбарис. Ну, кстати, барбарис, возможно, да, я вычленяю из этого. Но по сути это действительно вишня. Немножко есть такой, да, вишневый, ну, вот такой, знаете, но все равно все как будто, знаете, как вот, не знаю, сок рич. То есть, немножко все такое химозное. И знаете, у меня, вызывает ощущение этот парфюм, как, немножко, знаете, как гель для душа от Yves Rocher или что-то такое. Так могла пахнуть ваша реклама. Нет, так мог пахнуть, э, реально гель для душа от Yves Rocher. То есть очень приятный. Такой сладенький, такой клубничный. Ну, совершенно вот как парфюм он меня, короче, как-то разочаровал. То есть я не готова носить этот парфюм, знаете, и в пир, и в мир, и в добрые люди. Поэтому очень жаль, потому что стоит он реально недешево. Знаете, вот этот Левант, я там даже не буду говорить, вот сколько обошелся, потому что от Левант на пятерик, на 5 миллилитров, это как бы, ну, немало.
Вот, так что, если у вас тоже был опыт знакомства с этим ароматом, пожалуйста, напишите мне будет интересно, может быть, это я такая капризуля, и мне он не понравился, хотя тоже я общалась с другими увлеченными людьми, многие тоже его, честно говоря, зафукали, потому что ожидали от него гораздо большего, именно потому что ожидание не срослось с реальностью. Итак, второй аромат у нас с вами будет. Тоже он очень популярный, очень многие его любят, хвалят и так далее. И вот он был настолько на слуху, а я еще до этого, я, во-первых, так как не так давно начала вообще так увлекаться парфюмерией, да, то такого какого-то полноценного знакомства с брендом Serge Lutens у меня не было. И вы знаете, я как бы уважаю этот бренд, я знаю, что многие парфюманьяки прям его безумно обожают, и ароматы действительно красивые, но, честно говоря, я поняла, что это не мой бренд, он просто мне не подходит. И многие ароматы у меня оставили, ну, такие как бы достаточно ровные впечатления. То есть, да, это красиво, да, это возможно, как-то интересно в плане каких-то впечатлений, но вот этот конкретно аромат, он меня прям выбесил. Речь пойдет об аромате от бренда Serge Lutens, который называется La Fille de Berlin, то есть берлинская дева, если я не ошибаюсь, правильно, да, это переводится. Это аромат на тему розы. Для того, чтобы познакомиться с ароматами Serge Lutens, я заказала вот такой вот бокс с рандеву. Здесь 8 ароматов. И вы знаете, ну, мне кажется, что здесь парочку ароматов мне прям так хорошо, ну, так прям понравились, остальные, ну, типа, окей, под вопросом. Вот, ну, вот этот вот берлинская дева я возлагала, вот именно, наверное, бокс я заказывала исключительно из-за этого аромата, потому что много слышала про него каких-то положительных вещей. И давайте я не буду его на себя наносить, потому что мне просто тупо станет плохо от этого. Короче, аромат, я не могу сказать, что это плохой аромат. Вот. Особенно на блотере он звучит весьма приятно. Это, знаете, это такая прям густая, жирная роза, такая, знаете, прям бордовая, не знаю. Но она красивая, но это как будто вот монороза, и у меня с ней как бы не срослось именно потому, что когда я нанесла ее на руку, она ну, так диффузила прям так хорошо, и что меня начало от этого аромата подташнивать. Вот честно, я не знаю как, но у меня, короче, не срослись с ним какие-то, не срослись, короче, хорошие взаимоотношения. Хотя я, кстати, к розе достаточно хорошо отношусь. Сейчас мы посмотрим на фраге, что там пишут. Значит, в верхах у нас роза герань, потом пальма роза, мед, мох, пачули. Ну, что я могу сказать? Роза здесь конкретно прям такая хорошо чувствуется, прям как будто бы это монороза, но нет. Есть вот этот вот аромат герани, он, возможно, выражается в такой легкой присутствии небольшой горчинки, если вы нюхали когда-нибудь натуральную вот эту вот герань, да, которую потрешь между пальцев этот листик, то появится вот этот специфический аромат герани. Здесь есть отдаленно такой напоминающий, но тем не менее это прям такая роза такая, знаете, прям розовое масло болгарское. Этот аромат, он такой очень серьезный для серьезной дамы или для выхода в театр, знаете, такой немножко нуарный. Вообще, кстати, заходит, да, принято, да, считать, что такой Serge Lutens это такой нуарный, даже немножко слегка готический бренд. Кстати, очень, видите, до сих пор жидкость розовая, такая темная, поэтому я не знаю, насколько она красит или не красит одежду, но блотер вот до сих пор не просыхает. Вот. Ну, честно говоря, вот с блоттером мне даже, вот я не могу сказать, мне даже немножко нравится, я бы сказала. То есть, ну, как только я на себя наношу этот аромат, он меня просто убивает. Он меня не то что придушивает, он меня просто вызывает чувство тошноты, потому что он настолько интенсивный. Эта роза, она немножко, ну, вот в переборчик. Вот, поэтому, к сожалению, не сложились у меня взаимоотношения с берлинской девой. Так, дальше давайте двигать с вами про следующий аромат. Хочу вам рассказать. Это аромат от Laurent Mazzone, который называется Нерли. Вообще, я хорошо отношусь к бренду Laurent Mazzone. Бренд, так как мне нравится, я решила попробовать еще один аромат Нерли, так как он был, в принципе, недорогой. Взяла его в Атлевантике. Подумала, что будет неплохо на лето история такая, знаете, ну, типа свежая. Плюс я
тоже увидела отзыв на ютубе на тему этого аромата. Кстати, отзывов на этот аромат не так много, он не очень популярный. Что девушка тоже рассказывала про то, какой он приятный, какой он освежающий, какой он там, что это аромат, типа чистоты, что им прекрасно использовать его после душа и так далее. И я такая думаю, ну, я такое люблю, даже несмотря на то, что я не фанат Нерали, то как бы все равно думаю, надо попробовать сейчас. Действительно, Нерали, но чистоты я в нем не ощущаю. Вот с Блоттера, кстати, есть такая горчинка приятная, которая, знаете, вот прямо как кожурка апельсина. Вот, ну здесь заявлено, кстати, в верхах черная смородина, лимон, ангелика. Некоторая травность здесь ощущается. Смородину вообще не вычленяю. Лимон разве что тем, что немножко щекочет нос. Ну и в средних нотах это цветок апельсина, нерали, лаванда. Лаванды как таковой я здесь не ощущаю. Ну и базовые ноты заявлено персик, мускус, нежная кожа. Нежная кожа, что бы это ни было, я совершенно не могу представить. Нежной кожей здесь не пахнет, если честно. Короче, этот аромат реально ощущается как мононерали с таким, ну, таким легким, может быть, переливом какого-то цитруса. Возможно, от лаванды здесь небольшая горчинка, но тем не менее у меня с ним не сложились отношения с этим ароматом, несмотря на то, что он такой прям нералишный, такой, знаете, легкий. Он почему-то на моей коже сидит кисло. Я не знаю почему, что там, но он, знаете, выдает такую кислинку. Вот у него даже есть, я вот не знаю почему, но у меня, короче, так, значит, предыстория. Я обожаю аромат Purpoison от Dior. Ну, как обожаю? Обожала, потому что раньше он мне очень хорошо садился, сейчас он также садится на меня какой-то кислой нотой. Вот я не знаю, что здесь, но здесь какая-то схожая есть история с Purposal, но не в том плане, что это прям одинаковое, нет, вообще нет, совершенно два разных парфюма, но вот эта вот какая-то вот история, они, короче, ложатся на меня киселью какой-то. То есть с блотера это вроде, кстати, приятно пахнет, а с кожи у меня это пахнет вообще ужасно. А с блотера это даже пахнет немножко мыльно, я бы сказала, так, ну не порошково, ну так, знаете, то есть реально такая тема после душа хорошо, да, будет. А, ну, как бы такой, знаете, немножко даже запудривается, я бы сказала, на блотере. Но на коже это совершенно не то. Вот это совершенно не то. На коже это просто какая-то сплошная кислая, свербящая, которая сверлит мозг, нота, которая мне просто мешает жить и существовать. Именно поэтому я совершенно не подружилась с этим ароматом. Так, ну и заключительный аромат тоже из моей подборки ароматов, которые меня выбесили. Это аромат от бренда Zero Molecule. Я надеюсь, я правильно произношу. Ну, в общем, Zero Molecule, либо Zero Molecule, скорее всего, наверное, да, который называется EI. Не знаю, как это тоже правильно называется. В общем, этот аромат он тоже такой весьма непопулярный, можно даже сказать редкость. Значит, здесь заявлена клубника, карамель, малина. Аромат вроде бы приятный, вроде ничего особенного. Но самое ужасное, что меня выбесило, это то, что он не держится. Вы уже поняли, наверное, то, что ароматы меня бесят исключительно, если они плохо на мне сидят или если они плохо держатся. В остальном, в принципе, я нормально отношусь к ароматам. Я понимаю, что есть ароматы разные, они могут просто не подходить ко мне, но это не значит, что они плохие, да. То есть, ну, вот эти вот конкретно, они меня выбесили. И тоже я не собираюсь говорить, что они прям ужасные и плохие. Может быть, они вам заходят, да. Похоже, что-то было у меня похоже, что-то типа какого-то миста для тела или что-то такое, знаете, который... Это такая прям карамельно-приторная какая-то история, супер-супер-супер сладкая. То есть клубника и малина, она здесь практически не ощущается. В основном это все-таки какая-то карамель. Я не могу вспомнить, на что тут сравнивают какие-то совершенно непонятные ароматы. Мне кажется, тут ничего из этого нет похожего. А, Кто-то даже на фраге пишет, что он стойкий и шлейфовый. Не знаю насчет стойкости и шлейфовости. Для меня это какой-то вот что-то на тему конфет. Блин, даже вот, знаете, вот я напрыскала, и мне все равно как бы вот даже вот вдыхать пытаюсь, не получается. Может быть, это надо как-то в шлейфе ловить. Ну, это, короче, совершенно какая-то
детская история какого-то миста для тела. Там, я не знаю, это даже не Victoria's Secret, а вот, я не знаю, вот а там, знаете, в H&M были такие места раньше. Не знаю. В общем, короче, я просто даже не знаю, как описать этот аромат, так как это супер приторная, непонятная карамель, причем она такая не дико сладкая, какая-то просто приторная. Звучит это, короче, на мой вкус дешево, если честно. Я не знаю, мне это не нравится. И плюс ко всему, я не понимаю, почему это столько стоит. Типа, почему это не держится. Я не знаю, может быть, это необходимо как-то разнашивать в каких-то других погодных условиях. Ну, я не знаю, ну как-то, знаете, зимой мне не вставляет на клубнику с карамелью. Да, хочется как-то летом такое таскать. Либо этот аромат чисто на меня не садится. Ну, я не знаю, но он мне что-то дико напоминает, что-то из, вот, знаете, из моих нулевых. Типа парфюм какой-то из нулевых, какой-то. Но это совершенно не нишевое звучание. И вот, на мой личный вкус, вот извините, пожалуйста, конечно, но я разочарована этим ароматом, если честно. Аромат, конечно, я не могу сказать, что он неприятный, но, блин, я не могу сказать вообще ничего. Вот, знаете, либо, знаете, вот в Эйвоне был такой, вот что-то мне напомнило, в Эйвоне был такой мист для тела, ваниль или что-то такое. Вот похоже. Реально, что-то типа такого. Вот Red Berry эликсир, кстати, поприятнее будет, если на тему клубники. Он прям реально хотя бы такой, знаете, то есть у него есть, он поинтереснее, знаете, я бы сказала. Но тем не менее, все равно тоже. Ну, что это такое, а? Когда уже будет парфюмерные влюбления, а не парфюмерные разочарования и бесячки? В общем, давайте на этом закруглим наше видео с вами. Надеюсь, оно было вам интересным, может быть, в какой-то степени развлекательным, может быть, я уберегла вас от покупки какого-либо парфюма. Давайте не будем забывать о том, что все-таки парфюмерия — это очень-очень индивидуальный момент, поэтому мне может не нравиться, вам может нравиться. Давайте, в общем, будем лояльными друг к другу в комментариях. И до новых встреч, новых видео. Всем пока-пока.